Добрый день, дорогие друзья! Сегодня в гостях у канала «Кофе со вкусом Чернобыля» Валентин Петрович Головинов, который о строительных конструкциях объекта укрытия знает больше, чем кто-либо другой. А почему так получилось и откуда он все это знает, мы сейчас и спросим. Но прежде всего, Валентин Петрович, как вообще стали строителями и где учились? Становление строителем началось еще в школьные годы, когда я поступил в техникум, строительный техникум. Это было в 1954 году. А почему именно строители? Чем привлекало это? В то время, когда мне было 14 лет, я не очень-то понимал, строителем я стану или механиком, или кем, но поступил в строительный техникум, так как представилась возможность иметь там общежитие. Это в Москве, правда, в те годы. И в 1958 году я закончил этот техникум и был направлен на работу в город Кемерово. Довольно далеко, Западная Сибирь. Затем, я служба в армии, 3 года служил в армии. Также был сначала, как все, прошел военную службу, карантин, принял присягу, обучали военному искусству нас во время карантина, а затем меня привлекли к участию в строительных работах. После окончания службы я поступил в Московский инженерно-строительный институт на факультет строительства ядерных установок. Защитил диплом «Реактор на быстрых нейтронах». В то время это была уникальная, конечно, тема. Да. До сих пор эта тема остается актуальной. Нас учили, давали нам знания очень высококвалифицированные преподаватели. Сопромат преподавал Рабинович, например. Это его труды, книги, по которым многие годы учились. Расчет металлоконструкций – Муханов Константин Константинович, профессор. Теория упругости, расчет на взрыв оболочек, прочих таких сооружений – это преподавал Новожилов, профессор. И так далее. Геодезию – профессор по своим книгам. То есть у нас были уникальные преподаватели, и требования к нам были повышенные, к нашему факультету. После этого 15 лет работал в Минсредмаше, а затем перешел на работу в Минэнерго, в систему Минэнерго. Первая моя работа была связана на Запорожской атомной электростанции, где я работал на строительстве первого энергоблока с 1979 года в должности главный специалист по проектированию Института «Атомэнергостройпроект». Это была серьезная работа для нас, и мы там сумели на строительстве первого энергоблока Запорожской атомной станции внедрить очень интересные технологии, которые потом были приняты по всем стройкам Советского Союза, по ВВРам, реакторам ВВР, миллионники. Вместо устройства опалубки, которое раньше применялось, съемная опалубка, устройство опалубки, съемка опалубки, армирование конструкции и так далее, мы применили впервые блок ячейки железобетонные, несъемные опалубки. То есть с 2 сторон оболочки в виде таких тонких плит армированных, которые на заводах изготавливались, и затем эти блок-ячейки ставились как стеновые конструкции, заливались бетоном. И эта технология стала настолько ускорять строительство и уменьшать отделочные работы, потому что поверхности этих конструкций были уже очень гладкие, уже обработанные на заводах. И сократили трудозатраты значительно, чем ускорились в дальнейшем ввод в эксплуатацию. Вместо 7-8 лет строительства блоков начали строить по 5-4 года. Солидно. Блоки.
потому что всегда стройки атомных станций велись, как говорится, по очереди. Первый блок, второй, третий, чтобы одновременно вести, значит, на разных стадиях строительства эти блоки. И этим самым ускоряли ввод в эксплуатацию. Затем моя работа была на строительстве Хмельницкой атомной станции. Здесь я работал, значит, заместителем, сначала главным технологом строительства, а затем заместителем начальника управления строительства по производству, организации строительных работ. Тоже на строительстве первого энергоблока и второго одновременно мы вели это. Это большая веха тоже была. 4 года мы строили, так сказать, первый блок. Но случилась авария на Чернобыльской атомной станции. И мы, как говорится, получили торможение в строительстве. По сути дела, заморозили Да, тогда. начали замораживать блоки строительства. Но в 1986 году невозможно было мне перейти на работу на ликвидацию аварии. Я очень хотел сразу участвовать в ликвидации аварии, но не получилось мне это, так как местное руководство и горком обком партии, Местно это... да, Славута, значит, город горком партии и обком партии Хмельницкая не отпускали руководителей. Считали, что достаточно людей участвует в аварии, Минобороны, Минсредмаш и так далее. И нас старались придержать на первом этапе в 1986 году. Не давали возможность мне уехать. Но самому уйти, хлопнуть дверью, это было тогда невозможно. Можно было потерять в дальнейшем Конечно. право на работу в роли строителя уровня определенного, так сказать. Но представилась возможность в начале 1987 года послать прошение от своего имени Луконину, бывшему в то время министру чрезвычайных ситуаций, по-моему, так, в то время. Значит, и он дал запрос, чтобы меня на ликвидацию аварии, начинал сказать, направили. Я выехал на работу в 1987 году и был назначен на должность начальника строительно-монтажного комплекса по ликвидации аварии. Строительно-монтажный комплекс номер 2. Задачи работ, выполнения работы этого комплекса была первая стадия. Как раз Минсредмаш своих работников уже Отсывали. они выезжали на свои места прежней работы. Свердлов 44, Челябинск 40 там, и так далее, и так далее. А мы уже Минэнерго, в основном это было управление строительства Чернобыльской атомной станции, УСЧС, приступали ко всем работам, которые на тот период были необходимы выполнения. Большой задачей строительно-монтажного комплекса номер 2 стало приведение территории, прилегающей к 4-му энергоблоку, в состояние понижения. В общем, необходимо было понизить радиационную обстановку вокруг блока. Наша задача была заканчивать земляные работы, выполнить засыпки, которые выровнять площадку всю, вынести инженерные сети наружу, водопровод, канализация, там, системы электроснабжения, выполнить эти новые сети инфраструктуры, эстакады достроить и восстановить, которые были нарушены частично. Затем выполняли большие работы после прокладки коммуникаций и восстановления инженерных сетей. Это
по дезактивации засыпка щебнем всей площади вокруг 4-го энергоблока. Затем асфальт, асфальтирование. И после этого, как говорится, мы могли ощущать результат по дезактивации, настоящей дезактивации всей территории. На первых этапах также было необходимо восстановить полностью разрушенный забор ограждения Чернобыльской атомной станции. Это ограждение мы выполняли первоочередное. Это с северной стороны и с западной стороны. Полностью были удалены разрушенные системы ограждения. Мы их выполняли. Но это было все в той радиационной обстановке, которая была на территории. В то время, когда мы приступали к работам, в основном площадки были выложены плиты железобетонные. В швах фанило до 2-3 рентген. Идешь с прибором прострелы, которые легко было обнаружить. У меня был прибор ДКС-04. Это очень оригинальный прибор, который создавал и звуковой сигнал, и цифровой, видимый. И всегда было видно, когда идет прострел и когда ты попал в зону воздействия ионизирующих излучений, гамма-излучений повышенную. И приходилось принимать решение, да, сначала уходить, а затем принимать решение по ликвидации этих мест излучений. Мы выполнили эту работу, как говорят у нас в то время, досрочно. Если к Новому году надо было завершить 1987 года, мы к 7 ноября. Это были тогда вехи. Ключевые даты. Ключевые даты. Которым надо было, можно было. Да, 1 мая, 7 ноября, ну, Новый год, конечно. День энергетика еще. День энергетика, 22 декабря. Да, подчеркиваем, правильно. Вот, и уже 7 ноября впервые мы организовали митинг без лепестков. Стояли все присутствующие в 1987 году на площадке недалеко от КПП-2 был, так сказать, выполнен постамент, и митинг прошел. Это было, как говорится, резкое понижение радиационной обстановки, аэрозолей в атмосфере. Значительно, очень серьезное было достижение в той части. Было сделано работ 54 тысячи квадратных метров. Это 5,5 почти гектар с северной стороны. С западной стороны 34-35 тысяч квадратных метров площадь. И с южной стороны 45 тысяч квадратных метров. То есть, казалось бы, уникально. Работа была выполнена. Ну, хватало техники, хватало персонала. Было, как говорится, были привлечены у нас и военные еще в то время силы, так называемые партизаны. Этими силами мы выполнили эти работы. Завершение, как говорится, работы, когда я с МК-2 я работал, дальше мы были выполнены работы по АСКРО, автоматизированная система контроля радиационной обстановки, как в прилегающей территории к Чернобыльской атомной станции, так и за пределами 30-километровой зоны. Мы создали тогда объекты по, строительную часть, конечно, мы участие принимали, а субподрядчики выполняли свои задачи, уже ставили приборы, автоматизированная система контроля радиационной обстановки. Эта задача была выполнена с нами. Большая также работа была приведение жилого фонда Чернобыля к восстановлению его для того, чтобы вахтовым методом проживания уже не в Зеленом мысе, а чтобы было уже ближе здесь, в Чернобыле. И мы выполняли все работы, наш комплекс строительно-монтажный выполнял все работы по приведению территорий, по очистке территорий, прилегающих к домам жилого фонда города Чернобыля, восстановлению всех параметров проживания, имеется в виду очистка от загрязнений, которые получились в результате аварии.
Дезактивацию, которую необходимо было выполнить, все выполняли силами строительно-монтажного комплекса номер 2. И это также была задача выполнена успешно к тому времени. У меня вопрос, пока мы не ушли еще дальше. Вы вначале говорили, что прокладывали водные коммуникации, то есть доставали из-под земли, прокладывали поверху. А с какой целью? Почему из-под земли надо было их доставать? Дело в том, что как таковой из земли уже трудно было достать. Был бетон и железобетон. Все было же перекрыто. Перекрыто. И в основном канализации все были нарушены и забиты в основном. И приходилось выносить на эстакады. И с утеплением соответствующим и так далее этих трубопроводов. Другой способ прокладки, где могли после проверок состояния, могли использовать, оставляли. Где уже невозможно было восстановить, приходилось прокладывать новые участки сетей напорных, уже таких участков. Понятно. Видимо, одна из этих при прокладке северных траншей натыкались на бетонные трубы, забитые бетоном. Да, не только забитые бетоном, просто в колодцы попадало. Колодцы были, конечно, нарушены, но часть была восстановлена и использована. Колодцы стали глубиной вместо 2-3 метров, стали 5-6-метровой глубиной. Но было такое тоже у нас, я это хорошо помню. Железнодорожные пути стали как в тоннелях, потому что засыпка грунтом, восстановление железобетонных блоков, ограждающих конструкций. И все железнодорожные пути были восстановлены в своей способности принимать железнодорожные составы, которые необходимы. Иногда ваше было. управление не коснулось работ по перекрытию Машзала? Его же в 1988 году закрывали. Значит, То есть закончили закрывать, так будем говорить. И легкую кровлю тоже позже сделали. Когда я прибыл на работы на Чернобыльскую по ликвидации аварии, в то время еще промокашками снимали, участки кровли. Каким образом? Это в ваннах 10-метровой длины, шириной 3,5 метра, окунали специальные маты с помощью крана Демак в клейкую массу. Эту клейкую массу на матах наклеивали на кровлю и затем через определенное время снимали вместе с рубероидной кровлей, вместе с утеплительным материалом, который, так сказать, был очень сильно загрязнен. А затем на кразах, оборудованных свинцовыми такими защитными экранами, увозили захоронение. В основном это высокоактивные отходы. Высокоактивные отходы убирали тогда в подлесные. Это могильники, были 2 такие каньона устроенные, с железобетонными стенами толщиной метр, высотой 6 метров, 20 метров шириной и 50 метров длиной. 2 таких емкости, куда сбрасывали все высокоактивные отходы, которые могли обнаружить, первоначально подвигали все с помощью техники, военной техники, сдвигали будущие каскадные стены. Это на самой площадке, да. А оставшиеся конструкции и другие металлоконструкции, которые обнаруживались по ходу дела отдельными такими элементами, все собирались как высокоактивные отходы и отправлялись в подлесные. В дальнейшем мне пришлось засыпать их, закрывать и делать кровлю над ними для того, чтобы больше не было. Это уже в следующие годы, когда я работал уже в другой организации, там по ликвидации аварии. Это первый этап моей работы был, СМК-2. Это 87-88 годы. Затем, когда работы по дезактивации территории были закончены,
а также другой СМК-1 заканчивали все работы по разделительной стене, которые между матчзалами 4 и 3 энергоблоков, значит, пришлось выполнять. Предстояли другие виды работ, но уже большой фронт работ был выполнен, и мне пришлось перейти, ну, пришлось, не пришлось, а я видел задачу, что есть еще возможность участвовать в ликвидации аварии, и меня приняли на работу спецатом. Спецатом, начальником цеха аварийно-строительно-монтажных работ. Юрий Николаевич Самойленко возглавлял тогда спецатом в то время. Мы восстанавливались в 88-89 годы за основные задачи. Тогда это была программа, государственная программа тоже, восстановить завод «Юпитер» в его работе. И мы привели завод «Юпитер» в состояние, очистили его с точки зрения дезактивации, кровлю почистили, все оконные фонари и так далее на кровле закрыли, чтобы не попадал никакие аэрозоли вне. Внутри завода была полностью проведена дезактивация, довольно хорошо получилось, так как завод во время аварии был как бы закрыт, и полы, выполненные на заводе, очень такого гладкие, цементные, бетонные, но высокого качества, не, где пыли не образовывалось в основном. И там дезактивация выполнена была быстро и оперативно. Завод начал даже выпускать нестандартное оборудование для атомных станций, некоторые, так сказать. Затем, значит, начали даже выпускать какие-то приставки для трансформаторов. Вот я первый раз слышу, что завод работал. Затем завод «Юпитер» делал попытки выполнять полиэтиленовые специальные там фильтры для очистки молока, которые якобы могли быть радиационными от в районе, когда животные в районе прилегающих территорий к 30-километровой зоне. И это молоко планировалось очищать с помощью фильтров специальных. И этот завод «Юпитер» планировал эти работы. Я не знаю, насколько достигли мы тогда этого результата, не достигли, это уже. Также там завод «Юпитер» построили 2 небольших сооружения таких, по применению робототехническим средствам. Тоже результат был достигнут, и были такие хорошие достигнутые роботы, которые практически можно было бросить там, например, коробку спичек, и человек, находящийся за мониторами далеко-далеко, с помощью этих больших кранов, робототехнического крана, экскаваторы применены такие специальные, и крановые установки. И брал. Это были опыты, как говорится, запредельно. Человек не участвовал, и робототехнические средства уже начинали. Также эксперименты проводились по работам расчленения труб большого диаметра с помощью взрывов. Там же над спецатами. Шнуры с специальными взрывными устройствами производили взрыв и обрезка без резака, без газовых установок. Без участия человека. Ну и нарушение там железобетонных конструкций, тоже с помощью взрыва. Эти эксперименты все спецатами были. Но когда кончилось финансирование в 90-м году, и «Юпитер» закрылся окончательно. Да. Проживали мы во время работы 2 года в Припяти, находились в Припяти полностью 15 дней, каждый месяц 15 дней. Я слышал, что Припять достаточно активно жила в то время. Да, и мы жили, так сказать, в многоэтажном таком доме, который был приспособлен для проживания. Были заклеены специальным материалом, герленами оконные блоки, там
дверные блоки. Красиво было все сделано, элегантно, И вот снабжение дезактивировано. же работало, да? Да, вентиляция была через коридоры. Это малосемейные здания, малосемейки так называемые. Через коридор подавалось, через фильтры ткани Петрянова, подавался воздух, он уже очищенный был. И дальше Комнату. мы жили в комнатах цивилизованно, так сказать. Телевизор был, все было. По-моему, даже где-то бассейн функционировал. Бассейн функционировал, да, конечно. И мы ходили в этот бассейн постоянно. Или лазурный Да, работал. да. Он работал, полностью функционировал. Вода регулярно. Я только слышал, но не успел туда попасть. На 3D блоке ты даже работал. Но так уже от ребят слышал, что в Припяти можно съездить, там отдых и гигиена после Да, да. работы напряженной, так сказать. Рабочие дни были по 8 часов, конечно, у нас, потому что мы были очень хорошо экипированы средствами защиты, и органов дыхания. И вообще спецатом был высококвалифицированное, так сказать, предприятие с очень много профессурой, значит, специалистами Советского Союза еще тогда. Принимали участие во всех этих работах научно-исследовательских и так далее. Ну, я так понял, что развал Союза многому помешал и прекратилось Да, существование таких организаций. Что Украина сама уже не способна была. затем я перешел по переводу в ЧСМП, Чернобыльское строительно-монтажное предприятие. Это предприятие в структуре НПО «Припять», научно-производственного объединения НПО «Припять». В этом предприятии я работал на должности заместителя главного инженера, зам главного инженера этого предприятия. Мы работы выполняли на объекте укрытия в данном случае. Это первые задачи мы поставили себе выполнить кровли на каскадных стенах. Каскадные стены в то время были полностью доступны атмосферным осадкам, и они все проникали дальше в центральный зал. И, как говорится, мы сами запроектировали эти каскадные стены, замерили все это с помощью инженерно-технических работников ПТО и прорабов, которые работали тогда у нас на объекте. Значит, сделали замеры конкретные, потому что проектировщиков привлекать в НИПИЭТ уже было почти невозможно, авторов объекта укрытия. И они нам согласовали наши проектные решения на выполнение работ по устройству кровель над этими каскадными стенами. 170 тонн металлоконструкций было изготовлено нашими силами и установлены в проектное положение с помощью каскадные стены крана-демар. были просто Каскадные бетон был. Да. Каскадные стены представляли из себя бетон не без кровли были. Не прикрытый просто. Да. Ну, то есть как залили и все. Я-то уже по ним ходил, когда там был. Я, честно говоря, полагал, что его сразу и закрыли. Нет, нет. Это мы сделали, как говорится, уже в эти годы с помощью организации вот этот ЧСМП. Ну, у меня есть фотографии, я могу их показать. Да, можно. Сейчас я их покажу. Ну, давайте, это так, наверное, легче. Да. Вот каскадные стены без крыши. И в дальнейшем каскадные стены уже с кровлей. Эта работа была необходимой. И эта работа была выполнена. Большое участие в них приняли мои прорабы, так сказать, Сергейчик и Баландрюк. Это очень хорошие, так сказать, специалисты, которые участвовали во всех работах по монтажу, демонтажу, значит, конструкций, когда случилась авария, потом еще, когда маршзал разрушился. Но это потом работает, скажу.
На первой очереди, в 91 году. Да, в 91 году На втором блоке. на первой очереди на втором блоке произошла авария. И разрушили 4 плиты упало. Так 4 пролета фермоблоков упало. И тогда мы в эту субботу и воскресенье за 2 дня ликвидировали, значит, в общем, демонтировали фермы, которые упали, перегнали специально из спецатома, я тогда сумел договориться, перегнали кран, значит, который способен был выполнить работы по демонтажу фермоблоков разрушенных. И с помощью бригад и прорабов, которые монтировали эти блоки, они оказались, работали у меня, значит, в коллективе, который я возглавлял. До этого? До этого, да. Они работали еще в период монтажа. И демонтировать разрушенные им, конечно, легче было сориентироваться, они знали, с чем имеют дело. И в 2-дневный срок, суббота и воскресенье, тогда как раз авария случилась в субботний день, мы демонтировали эти разрушенные фермоблоки, убрали разрушения эти, восстановили сброшенные плиты наружного ограждения маршзала по оси А. Значит, успели восстановить, были у нас в запасе, так сказать, плиты на стройплощадке. Это было необходимо. А затем организовали работу по изготовлению конструкций фермоблоков. Приехали проектировщики из Москвы, из гидропроекта, которые проектировали данные сооружения. Изготовили на заводе металлоконструкций в Киеве фермы, где я принимал участие по ускорению. Значит, какое участие? Организовать рабочих, чтобы они без отдыха субботу, воскресенье. Простимулировать их. Сумели с помощью финансовых, там сказать, вложений, законных вложений, значит, выполнить работы досрочно, в субботу, воскресенье там, и уже через неделю был выполнен монтаж ферм и перекрытие. И в октябре месяце было закрыто. Перед началом зимнего периода перекрытие было восстановлено, а затем утеплено и так далее. Это было немаловажным результатом. Конечно. Большой задачей было перегнать демаг под линиями высоковольтных линий, эти в районе оси А, маршзала вот этой. Для этого пришлось затратить очень большие объемы работ, рабочей силы. Нужно было опустить демаг, стрелу. Сделали это с помощью специальных таких полозов, корыт, куда положили стрелу. И затем своим ходом под линиями, работающими линиями высоковольтными провели этот демаг до места будущего его подъема стрелы и работы выполнения по фермам, чтобы смонтировать фермы. А фермы имели пролет до 50 метров, да, это серьезные фермы. Вот, и эту работу мы выполнили так же успешно, как и планировалось. После этого я работал на объекте укрытия конкретно. Уже с 1993 года я работал начальником ОКСа, отдела укрытия, объекта укрытия, отдел капитального строительства. В этот период времени были выполнены работы по герметизации кровли. Кровля объекта укрытия представляла из себя довольно неплотные покрытие. Хотя блоки были положены, металлоблоки, и над центральным залом, и над маршзалом
деараторная этажерка и так далее. Все это требовало большие, так сказать, во время дождя очень большое количество осадков проникало внутрь объекта. Оставались неплотности между блоками. Это создавало очень плохую радиационную обстановку внизу, в центральном зале там, и в других местах. Проникновение воды было нежелательным, недопустимым. И были приняты решения герметизировать швы все. Этой работой занималась, как говорится, клеящие составы. Надо было наклеить стеклоткани и другие материалы водонепроницаемые. Значит, чтобы срок эксплуатации их был достаточный, не менее там, 10-20 лет. И кандидат наук Симоновская тогда занималась этим вопросом. Замечательная женщина. Очень, так сказать, самоотверженный человек, профессионал высокой квалификации. С ним приходилось... промокашки. Да, очень приходилось много с ней работать, взаимодействовать. Очень положительный результат нашей работы был достигнут. Проклеили полностью и маршзал швы, а это до 7 рентген обстановка, от 300 миллирентген до 7 рентген. И над деараторной этажерке эти так называемые клюшки тоже, как говорится, очень высокой активности. Да. Потом следующим этапом работы моей в службе начальника ОКСа было антикоррозийная защита 4-го блока. Это уникальная работа. 35 тысяч квадратных метров плоскостей металлоконструкций начали ржаветь. Непрезентабельный вид, такой, что потеки ржавчины и прочее, потеки бетона, которые оставались после того, когда заливали эти каскадные стены и другие конструкции. Очень большой коллектив был брошен нескольких организаций, субподрядчиков и силы ЧСМП были брошены на эти работы. Все это в зоне радиации, как я говорил. Если на каскадных стенах не так радиационная обстановка велика, то на маршзале и на кровле достаточно большие фоны были. Мы сумели эту работу выполнить за 2 месяца. Практически до зимнего периода выполнили. Также в этот период были выполнены работы по ВТ-2, восстановлению разрушенных, нарушенных конструкций. Там 3-4 связи, серьезных связей были просто перебиты во время взрыва какими-то конструктивными элементами. Восстановили это также. Было финансирование, там составило где-то около 7 миллионов тогда выделили средств. Был проект американцы, канадцы. Да. Они тогда выделили впервые. Сначала было выделено 1 миллион, казалось, там средства. Ушло это на научно-исследовательские работы, ПИР, проектно-изыскательские работы. Тот 1 миллион погас быстро, безрезультатно для физических работ. А второй уже вклад, это где-то 6 или 7 миллионов долларов был вклад. Это восстановление трубы, научно-исследовательские работы серьезные были дальше проведены уже для последующих видов работ. И результаты... Дезактивация трубы. Да, дезактивация серьезнейшая прошла, значит, в зонах вент трубы, и не только вент трубы, на зонах, значит, везде. И в этот же период моей работы я вынужден был принять решение, как говорится, как продолжать геодезические наблюдения за состоянием строительных конструкций. Ходить каждый раз геодезистом на крышу и по маркам определенным, закрепленным конструкциям проверять их перемещение, это очень накладная работа для людей не хватит, персонала. И тогда я поехал в институт Киев, строительный Киевский институт. Переговорив с
с профессорским составом, с руководителями факультетов, обсудив, почему вы не участвуете. Это в НИИСКу ездили? Научно-исследовательский Нет. строительный конструкции? Нет. Это Киевский строительный институт. Это отдельно. КИСИ, Киевский КИСИ. инженерно-строительный институт. И профессор Войтенко согласился участвовать, говорил, что если по металлоконструкции мы уже устали, так сказать, отстали от времени, по железобетонным конструкциям, по бетонам мы тоже не очень пока, как говорится, вовремя участвовать уже практически негде, то по геодезическим наблюдениям, по созданию новых принципиальных систем наблюдений мы способны. И предложили они GPS для наблюдений. То есть безлюдные технологии. Мы выполнили тогда работы проектные и плюс, значит, вот. Ну и Валентин Ипполитович поддерживал это всячески. Это начальник объекта укрытия, заместитель генерального директора Чернобыльской атомной станции. Он категорически, так сказать, не возражал, а только содействовал. А для меня это было большим делом. Помощь, содействие. И мы тогда организовали эту работу. Ну да, когда руководство, так сказать, развязывает руки, так сказать, делайте, что Самое главное нужно. это дать возможность выполнить работу. И в дальнейшем это оказалось очень перспективным. И в долгие годы все наблюдения дальнейшие за состоянием и обнаружением смещений было с помощью GPS. С 1995 года, когда много говорилось по телевизору, по радио о том, что строительные конструкции могут привести к обрушениям там, из-за нестабильности их, от ветровых нагрузок, даже сейсмические были, там 3-4 балла наблюдались, были времена. И так как конструкции имели место смещений, необходимо было изучить данную проблему. Значит, Валентин Ипполитович предложил, а я, как говорится, бывший начальник КОКСа, предложил создать службу надзора за объектами укрытия, чтобы эта служба провела проверку состояния строительных конструкций. Так сказать, да, где что плохо. Угу. Документально это все оформить и тогда с этими документами выйти на в дальнейшем на финансирование, вопрос финансирования работ проектных, изыскательских и, так сказать, стабилизация объекта укрытия. В эту службу, ну, я возглавил эту службу, так сказать, владел вопросами, вошли Попов Валерий Николаевич, Холодюк Александр Григорьевич, значит, и другие инженеры, технические работники, которые не побоялись идти на эту работу, потому что ходить не по крыше, а под крышей, проверять трубный накат, проверять опоры каждой трубы, проверять состояние балки мамонт, осьминог, значит, фундаменты под балки мамонт, осьминог. И прочее, значит, не каждый решался, так сказать, ходить внутри блока долгие годы. Мы 3 года этим вопросом занимались и создали документы, которые были зарегистрированы в свое время по конкретному обследованию блоков и обнаруживали каждый раз смещения недопустимые и свои предложения давали. Каким образом выходить из этой ситуации. Но это было предположение наше, предложение. То есть обнаруживали большое смещение. Клюшка, например, не опиралась внизу почти. Это южные, да? Да, южная клюшка. Мамонтан, на осьминог. И так далее. То есть очень серьезные мы проделали. Вот, например, с помощью отвесов проверяли состояние наклонов балок недопустимые, потому что по геодезическим исполнительным схемам, которые были выполнены в процессе монтажа Министерства машиностроения в 1986 году, исполнительные схемы были одно положение балок.
Спустя годы они потянулись на север, эти балки, наклонились на север, потому что каскадные стены стали съезжать на север, съезжать по насыпному тому грунту, который там был. И это смещение повлекло весь центральный зал. Ну, потянуло, значит, собой, потянуло да. балки, опорные балки, накат, да. Такое обнаружено было. Дальше стена по оси 50. Мы увидели, что идет смещение на запад. Наклоняются опорные стены. В дальнейшем это было мероприятие номер 2, которое, так сказать. Ну, мы проверяли, как опирается каждая конструкция. Значит, очень сложное было положение балок. Опоры не по проекту были уложены с отклонением, потому что дистанционно укладывали. И видите как? Вместо того, да, чтобы опираться. Вот так было лежать. Да. Фактически опирание произошло на совсем другую балку. И здесь, как говорится, также ситуации вы видите. Это все было обнаружено. Чтобы там находиться, под крышей, ну да, и видеть глазами схему Е каждый раз. Практически находиться над развалом. Да. И, как говорится, потом было обнаружено, значит, опирание опоры. Вот здесь вы увидите потом. Следующее. Да. Диратом на этажерку. Мы обнаружили, что продолжается наклон диратной этажерки со временем. Брали отвесы специально, значит, вывешивали и замеряли каждый раз состояние. Более метра. И увидели, что какие наклоны продолжаются. Значит, надо стабилизировать, надо останавливать это. Любая работа на объекте укрытия, значит, была все-таки блокирована с точки зрения потери здоровья. Всегда было все на контроле. Значит, оформлялись снаряд допуска, разрешения давались на повышенную дозу в свое время. Значит, каждый раз, выходя, получали разрешение, что до 1 рентгена за один поход, не более. За одну смену 0,6. 0,6 за одну смену, и в течение месяца не более рентгена. Это только что по санитарным нормам, не нарушая их. Да, ну и учитывая то, что в то время еще можно было 5. Ну да. А сейчас только 2. И все равно иногда получались результаты нежелательные. То есть мы... Это результаты СИЧ, да? СИЧ. Собственное излучение человека выходило за нормы, которые нам позволяли. Уже было вместо 300 1700, 1800. То есть мы, проверяя эти конструкции, иногда вынуждены были попасть. Наглотались. Но это через... После того, когда произошло такое, я попросил дать мне отпуск, и в течение 3 месяцев пообещал, что у меня будут нулевые показатели. И они были нулевыми через 3 месяца. Каким образом? Врачи удивлялись. Поделитесь. Врачи удивились. Как это вы могли? Я говорю, вот как получил, так и вывожу. С помощью на легкие, если я получил, как говорится, дыхание, то надо попотеть немножко. Но нельзя уже было ни в банях потеть, нигде, потому что состояние здоровья это недопустимо было. И я, значит, на своем приусадебном участке на даче активно работал в летний период, выводил потом. Лопата, чаю достаточно количество много выпивал. И в итоге, удивительно, это было 100% достигнуто. Через 3 месяца у меня были нулевые показатели. Одни могут верить, другие могут не верить в это, но это было. Факт есть факт. Нет, я верю, потому что я прекрасно понимаю, как этот механизм более-менее работает, и как раз-таки с помощью активного обмена веществ и потоотделения можно из себя выгнать, и не только стронций, а... Затем я был в связи с состоянием здоровья, был выведен
из зоны, как говорится, выполнения работ с ионизирующими излучениями. Где-то год восстанавливал свое здоровье на даче, работой своей. И уже через год был способен снова приступить к работам. Значит, поступил я на работу в организацию Укрэнергобуд, Укрэнергострой. В 2000 году. И до 2002 года я работал там главным технологом производственно-технического отдела по строительству Хаят-2. Полностью с нуля и до состояния, как говорится, готовности, первичной готовности. Потом была реконструкция, но это в дальнейшем. А первый этап возведения самого здания и всех могильников было сделано при мне, так сказать, с участием полным. Здесь была, как говорится, полная ревизия каждого вида работ, значит, организация работ, участие в организации работ. Мы выполнили эти работы за 2 года. Потом эти работы были, так сказать, долгое время перепроектирование шло. Ну да, с Хаятом были проблемы. Да, и в настоящее время этот объект запущен. То есть это не напрасно была работа. Его необходимо было закончить. Да. В 2003 году я поступил в TMC. Это технология менеджмент-систем Соединенных Штатов Америки, организация, значит, которые ГУП, так называемая, группа управления проектом. Я там был принят на должность ведущего инженера по координации инженерно-технических работ объекта укрытия. В связи с моим опытом знания объекта укрытия мне довелось участвовать полностью на стадии проектирования, контроля того исполнительной, так сказать, проектной, то есть документации, проверка состоятельности выполнения работ, как было представлено в проектах. Часто приходилось делать исправления, замечания, значит, к проектным решениям, советоваться с проектировщиками, как это лучше решить при тех знаниях. Проектировщики не могли пройти по местам, где они выполняют проект. Они пользовались фотографиями, значит, всякого рода исполнительными документациями, но не фактом доступа туда. А мне были известны все пути доступа, каким образом подойти к той или иной конструктивным узлам, как выполнить эти работы более достойно, более, так сказать, с меньшими потерями доз затрат и по технике безопасности, с соблюдением всех правил. Стадия проектирования прошла, начались практические работы. Мое участие было в этом случае проверка сметной проектной документации. Извините, вы сейчас о каком проекте говорите? Уже проект стабилизации. Да, вот я как раз о нем как мы пришли к проекту стабилизации, надо было сначала сказать. К проекту стабилизации мы пришли таким образом. Вот те документы, которые обследования, которые прошли в 96-97 годы, эти документы были представлены в докладе, который мне довелось выполнить, доклад на 17-й международной конференции по мирному использованию ядерной энергии, проведенной в Славутиче. Доклад делал я по состоянию конструкций нестабильных, которые легли потом в основу проекта стабилизации объекта укрытия. В этом докладе без всяких утаиваний было сказано обо всех опасных местах конкретных, с фотографиями этих узлов, с подтверждениями этих в состоянии конструкций уже научно-исследовательского института строительных конструкций, который был привлечен, потому что у него имелись полномочия лицензии
выдачи таких замечаний конкретно. Одно дело служба надзора, а другое дело уже лицензии иметь на право предоставления международной организации. И вот эти документы были представлены в виде доклада. Значит. После этого там присутствовали товарищи и Молитор, и другие представители. Значит, это имеется в виду от Соединенных Штатов Америки, которые объектом укрытия занимались. Ему были представлены эти документы, как я помню. И дальше пошло проектирование, выделение средств. И было выделено $60 миллионов на стабилизационные мероприятия. Эти $60 миллионов были израсходованы. $15 миллионов на проектно-изыскательские все работы, на проектные работы, на организацию строительства этого, и 45 миллионов на физическое выполнение работ. Мое участие было в проверке этой документации, как я говорил, сметной документации, правильное применение расценок, потому что они очень сложные структуры имели, эти расценки, связанные с традиционной обстановкой. Там достаточно много всяких коэффициентов. Если, например, укладка куба бетона в Киеве стоит, например, условно говоря, $5, то на объекте укрытия это могло быть до 35 раз больше, 35 раз больше. Например, под опоры балки Б1 и Б2. Это серьезные деньги. И правильное их расходование могло привести к тому, чтобы не было перерасхода средств и завершения работы, а не то, что остановка работы из-за отсутствия финансирования. Раз выделено 60 миллионов, надо было уложиться в 60 миллионов. И что удивительно, это единственный проект, который не претерпел никаких перерасходов. И стабилизация была выполнена в срок. Сколько сдали, столько и истратили. Да, сколько дали, столько и истратили. Копейка. Я всегда думал, что на площадке ЧАЭС никогда не было проектов, которые бы не дорожали. И когда начались дальше, короче говоря, работа по стабилизации была выполнена, было, как говорится... Это же Атомстройэкспорт, по-моему, делал, да? Основной был подрядчик. Основной подрядчик, да, Атомстройэкспорт. Это таким образом. И ЮТЭМ исполнитель. С субподрядными организациями. И они, по-моему, по итогам давали гарантию стабилизации 15 лет. 15 лет. Эта работа была завершена, и, как говорится, дальше предстояла у меня, моя деятельность состояла в ТИМСе. Это организация работ по устройству оснований под арку. Прошло проектирование, и дальше контроль за выполнением работ. Здесь нужно было очень четко отслеживать, какими слоями бетона, грунта, щебня, значит, могло быть нарушение финансовых проблем, но не произошло на основании, когда выполняли основание. И основание было выполнено без потерь финансовых. А в дальнейшем, я не знаю, было сначала... Основание вы имеете в виду монтажную площадку? Полностью или траншеи, создание траншей, да? Значит, полностью. То есть все, и траншеи, да. И саму монтажную площадку? Да. Вот, создание монтажной площадки, устройство траншей полные, так сказать, забивка, частично уже пошла забивка свай. И уже дальше, в 2011 году, когда уже 25 лет я проработал на ликвидации аварии, я вынужден был, мне уже было 73 года, я решил отдохнуть немного. Сколько же можно, да? Да. То есть другие. И вот на этом моя работа была завершена. Я, правда, еще хорошо, так сказать, серьезную работу проделал, так сказать, по участию в создании проекта демонтажа ВТ-2. Полностью было, так сказать, использованы разные материалы, которые мы давали как варианты. Это было и многокрановое, и однокрановое использование. И в конечном варианте был использован кран СС-8000
значит, который был завезен. Это серьезный кран «Дымак», ну, с новыми его модификациями. Грузоподъемность его была достаточной для решения работ, потому что работы по ВТ-2 нужно было вести на расстоянии не менее 50-70 метров. И грузоподъемность должна быть блоков, которые мы тогда 50-55 тонн демонтажа. И мы эту работу проделали, и когда полностью был проект завершен и приступили к демонтажу, я, как говорится, понял, что мне можно, разрешено морально выйти на отдых. Потому что арку мне уже не успеть делать. И мой сын уже участвовал в работе в наварке определенный период по состоянию здоровья, потом он был вынужден покинуть. Но это было временное явление, так сказать. Не прошел там по контролю медицинской, так сказать. То есть сын пошел по вашим стопам? Да, конечно. Он инженер-строитель и сейчас постоянно работает, имеет международные сертификаты по технадзору за металлоконструкциями, сварочными работами, общестроительными работами. Это все замечательно. Я много для себя на самом деле нового услышал. А у меня такой вопрос по арке. Вы же все равно так или иначе касались ее. Вот. Не по самой, не по конструкции арки. Я, честно говоря, считаю, что французы сделали практически невозможное. Они сделали конструкцию, которую можно было надвинуть, и бельгийцы ее надвинули. А насколько целесообразно разбирать вот те самые конструкции? Ну, нестабильные. Первое, это даже интересно было. Когда появился вариант арки, и были предложены ее габариты, 250 метров пролет, там 150 метров длина, 120 метров высота, я сделал сам расчет, сколько нужно будет металлоконструкций. И было мной тогда же, еще далеко до проекта. И я предложил, что это будет, если общий объем металлоконструкций 20, по 30 тысяч тонн, то у меня были в расчетах от 20 до 25. Удивительно. Но это для меня было неожиданно. Потом, когда я узнал, что... солидно. И стоимость затрат у меня было 750 миллионов. Ну, потом я увидел, что 900, там, а потом в 1,5 миллиарда вылилось, а может и больше. Это уже не мое. Но первичная стоимость, которую тогда определили, 900, недалеко от 700. Ну да. От 750. Вес недалеко. Это мне нравилось. То есть, но не согласились с вашими доводами? Нет, это не было обнародовано, это было чисто у меня. Чисто для себя, понятно? Для себя, да. Это было, так сказать. Ну, вы говорите вопрос, нужно ли демонтаж нестабильных конструкций. Может быть, и нужен будет, но когда-нибудь потом. Но не на данном этапе. На данном этапе мы можем, как говорится, осиное гнездо создать. И этот рой аэрозолей начнет кусаться. И мы будем потом иметь загрязненный весь саркофаг. Это недопустимо. Ни в коем случае нельзя, мне так, не кажется, а считаю на свое усмотрение, нельзя допускать демонтажа кровли. Трубного наката особенно, да. Трубного наката особенно. Не только. И клюшек. Потому что гераторная этажерка, та же грязь. И я считаю, что это нужно сначала все работы, научно-исследовательские, проектные работы по изъятию ТСМ сделать. Может быть, даже чем-то придавить радиации. Связать как-то, да. Связать, не только связать, а создать площадку для будущих робототехнических средств. Площадку горизонтов каких-то определенных. И схему Е закрыть каким-то образом.
то ли с помощью какой-то крыши, то ли с помощью, как говорится, уровня защиты. Технологии идут вперед, Да. и составов-то можно придумать. Да, составы должны быть такие, не сыпучие, И прочные, не сыпучие. и в то же время прочные для нахождения техники, но и с радиационной защитой определенной, которые могут гасители этого гамма-излучения быть. Полное пылеподавление должно быть обеспечено стопроцентное. Ну и выполнение работ должно быть безопасным. То есть выполнение работ должно быть робототехническими средствами дальнейшее. И в то время разбирать конструкции допустимо будет, когда будет прижат полностью вот этот цикл нахождения То есть снизить разрушений. риск, максимально Снизить риск. И это выхода возможно, главное. аэрозолей. И возможно, главное, возможно. По геометрии нахождения всех этих буераков это возможно. С Было помощью бы пенных желание. специальных. Недорого может стать. Есть такие долгоживущие пены, типа, ну я не буду говорить. Это может ученые опровергнуть, сказать, что это недопустимо. Главное, что есть такая возможность, силу а чем и как, это да, уже в должно силу быть. радиационных воздействий на те или иные материалы могут образования новые быть, что недопустимо тоже. Ну и вентиляционные всякие дела. И после этого, только лишь после того, когда достигнута будет полностью изоляция этих излучений, вот тогда можно нестабильными конструкциями вплотную заняться и демонтировать их полностью. Вы очень долгое время наблюдали динамику движения нестабильных конструкций. Да. Будем говорить. Вы можете спрогнозировать, естественно, в приближении, как эта динамика будет по времени идти? Сколько примерно нужно времени, чтобы, допустим, вот то смещение трубного наката пошло, которое на север, достигнет критической точки? 5-10 лет, 20? Ну, по последним данным наших измерений, значит, шло уменьшение с годами. То есть Уплотнилось какой-то основание. стабилизация до самого Да, шага. первые сдвиги были более серьезные, которые исполнительные схемы, выполненные в 1986 году, когда делали саркофаг, и схемы, когда мы в 90-х годах замеряли положение с помощью тех же геодезических приборов и так далее, и тех же отправных точек, откуда шли измерения. Посты-то эти сохранились тогда, геодезические посты, откуда шло наблюдение. И мы увидели, что те 3 года, которые мы вели наблюдение, стабильность существует. Значит, в первые годы произошло то событие, когда каскад съезжал немного и потянул за собой кое-что. И балки, и каскад весь, так сказать, сместился немного. Но потом это застабилизировалось, и не было необходимости, и уже не иск нашел ненужным выполнять какие-либо дополнительные работы, связанные с этим вопросом. Правильно, это решение правильное. То есть, по сути дела, конструкции как бы попросту Застабилизировались. устаканились. Ну, застабилизировались. Застабилизировались, Ну, по да. строительному термину застабилизировались. Ну, это обнадеживает. Да, и нас это обнадеживало. И мы, как говорится, увидели, что это нет необходимости уже. То есть нет такой постоянной динамики Нет. сползания. А вопрос, как говорится, наклонов в западном направлении кровли центрального зала решен был с помощью мероприятия номер 2, и тоже достаточно грамотно. В этом случае уже не было никаких других нагрузок. Это когда сняли основные нагрузки Да, на да. вспомогательные Сняли вот эти основные, и колонны. кроме того, кроме снятия, еще же произошло, что уже не будет такого мероприятия, что зима-лето, вот эти удлинения, укорочения и в одном направлении смещаться не будет уже. Температурные изменения. Да, уже все. И было еще проверено состояние на вентшахтах, как опоры, держатся за счет упоров. Все есть на месте, все стабильно в этом вопросе. То есть длительное время, те 15 лет отведенные и более даже, возможно, это будет стоять. Спасибо вам большое. Ваша же пенсионная жизнь, или мне вообще, честно говоря, слово пенсия не очень нравится, свободная жизнь. Да, я увлекаюсь рыбалкой. Очень увлекаюсь рыбалкой.
У меня свои методы ловли на удочку, но очень большой любитель рыбалки. Самый лучший вид отдыха. Да, да. Ну и увлекаюсь дачей. Вырастить дерево, построить дом своими руками, без найма кого-либо. Построить двухэтажный дом своими руками. Кирпичную кладку, штукатурку, там, перекрытие, кровлю. Все остальное, электрику даже смонтировать, но не подсоединить. Подсоединение делал специалист. А всю смонтировать там, сантехнику всю сам. Почему? Да потому что руки правильно поставлены. Ну, и знания. Всю жизнь принимал работы, а теперь довелось самому все построить. Каждый должен построить дом, посадить много деревьев и вырастить сына на всякий случай, чтобы кто-то продолжал. У вас, по сути дела, все получилось. Вы счастливый человек. Опыт пригодился мой, значит, в организации строительства. Темпы были хорошие. Очень интересные были темы, например, впервые мы там, кроме вот того, что я рассказывал, о палубочных делах, сокращение трудозатрат, еще как забетонировать фундамент под турбину, под миллионник. Это 5000 кубов бетона одновременно уложить. И чтобы ни одной трещинки не было, чтобы никаких температурных не было проблем, чтобы весь бетон мог на вибрацию работать. Ведь это большие вибронагрузки. Это первые были. Я, как главный специалист, вынужден был обращаться в институты разные. Способность выполнения работ, чтобы не было развития больших температур внутри. Это я ездил в Ленинград, в институты специальные, там, кто занимался этими проблемами, брал у них информацию. И вместо того, чтобы снижать температуру, как предлагали некоторые проектировщики, с помощью специальных трубопроводов внутри, с охлаждением бетона, наоборот, накрыть полностью утеплительным, будем говорить, одеялом, с помощью минераловатных плит, дальше пленок воздухонепроницаемых, закрыть, вот забетонировать и закрыть. Пусть твердеет бетон в этой жаре, будем говорить. И не разовьется никогда свыше 80 градусов температура. Это было доказано институтом Веденеева. Это в Ленинграде был такой институт имени Веденеева. Эту информацию я использовал. Было предложено в наших проектах такая технология. И вы что думаете? Разобрали, когда мы этого одеяло. Удивительно, ни единой трещинки, ни единой, так сказать, все было идеально. Это было наше достижение, потому что это впервые было. А если, когда мы где-то бетонировали другие конструкции, то всегда такая длина, значительные турбины, там 35 метров. Ну, объем, я сказал, 5000 кубов. Это же серьезно. Одновременно уложить и не получить трещинки ни одной. Это было достигнуто на первом блоке, ну, а затем, наверное, и на всех остальных. Я почему-то везде участвовал в организации строительства новых комплексов атомной станции, рождение нового городка, значит, рождение обязательное завершение стройбаз, чтобы обязательно фундаментные плиты под реакторные, под маршзал, значит, все были выполнены. То есть основа всей стройки. Гидросооружение, организация работы гидросооружений для будущих. Это дизель-генераторные, конечно, которые там, и так далее. То есть на всех, где я работал, вот, например, посмотреть, да, будто часто менял место, но везде организация строительства на первых блоках. Это и Запорожская, и Хмельницкая, и Ростовская, и, как говорится, даже Одесская атомная станция. Я не стал их высвечивать, потому что Одесскую атомную станцию мы успели освоить только 120 миллионов, ну, будем говорить, рублей. А рубль больше доллара был. Мы полностью построили стройбазу, исключительно хорошо построили. Это такое качество, которое нет ни на одной стройке Украины и России. Очень хорошую стройбазу построили. Бетонные заводы. Значит, 7 тысяч населения, городок Теплодар построили. Плиту реакторного первого блока, маршзала, плиту. Второй блок вовсю шел, как говорится.
и котлованы, и бетонные работы. Спецкорпус шел монтажом полностью. И так далее, и так далее. И вдруг закрыть. Ну как это можно? Крымскую закрыли. Одесскую закрыли. Ни одного реактора в мире не закрыли. Только обещали закрыть. Но никто не закрыл ни одной атомной станции. Только у нас так смогли в 90-х годах поступить, закрыть строительство атомных станций ВВР, блоки ВВР, которые до сих пор строятся во всем мире. Строятся. Не только эксплуатируются. А запорожские уже и срок выходит скоро, а они продолжаться эти сроки. Тем более идут новые модификации, конечно, более совершенные. Ну, конечно, конечно. Сейчас уже 1200 пошли уже блоки. Да, досадно, что у нас немного тормознули развитие энергетики этим. В Украине, скажем так, вообще тормознули. Нет, я не такого подхода. Я подхода, что в данном случае по строительству атомных станций. Это плохо. Я об этом и Надо говорю. было Я не именно останавливать. об атомной энергетике. Надо было все взвешивать, смотреть за и против, за и против. Хорошо, спасибо вам большое за эту встречу. И будем жить, дорогие друзья. И, наверное, вы сегодня первый раз услышали, что объект укрытия достаточно надежен. И когда услышите какую-нибудь байку, что что-то там упало и все, не верьте. Я не верю. Я удивлен был, что плита упала в мое отсутствие. И Валентин Павлович подметил. Потому что вас не было. Да. Некому было наблюдать. Он так и сказал. А я сказал громко тоже. Это точно. Потому что такого не допустили. Даже когда какой-то снег выпал бурный, там метель, мы шли на крышу, проверяли сугробы, их нагрузки, давали добро или, как говорится, не беспокоиться, или же проявить беспокойство. И когда в тот год, когда произошло обрушение, то оттепель, то снег буйный, то снова заморозок, то снова оттепель. Ну неужели бы мы не пошли? Конечно, многократно бы пошли и предупредили бы это. Спасибо большое.